Чтобы понять, соответствует ли наш цвет на компьютере и в файле тому, как это будет выглядеть на печати. Если у нас есть, вот мы хотим работать с пантонами, и у нас есть вот такие вот замечательные пробнички. Здесь у нас есть вот такие замечательные циферки. То есть, чтобы понять вот этот цвет, чтобы взять, мы не используем вот так вот пипетку, и, значит, появляется у нас цвет. Потому что это будет не тот цвет, который в итоге будет. Значит, чтобы цвет правильно взять, нам нужно, смотрите, у нас вот эти циферки. Мы берем вот это вот цвет, заходим вот сюда вот. И мы должны сюда вбить именно те цифры, вот эти вот цифры, вот сюда. Вот, видите, эти цифры, вот они тут, да. И цвет у нас чуть-чуть поменялся. И теперь это действительно тот цвет, который у нас будет, вот он, да. То есть, видите, он отличается, потому что это другой формат файла. Ну, в общем, в целом, вот теперь у нас вот цвет этого пантона, и вот он будет на печати. Вот еще раз проверяем, вот цифры, вот цифры. И, в общем, чтобы работать с пантонами, чтобы вы точно были уверены, что на печати у вас будут именно те цвета, которые вот здесь обозначены в пантонах. Я не знаю, насколько это критично, но если уж перестраховаться по всем фронтам, то вы просто берете вот этот цвет, вбиваете его, и вот он у вас.